Всем привет! Вы на канале Нитка Кизет. Меня зовут Жанара. И это видео мастер-класс по вязанию сумочки из трикотажной пряжи. По размеру сумка вышла высотой 21 см и шириной 32 см. Длина ручки 50 см. Эта сумка вяжется очень легко. Мне понадобилось примерно 2 часа для вязания сумки и примерно полчаса для того, чтобы сшить подкладку для этой сумки. Подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не пропускать новые видео, а также смотрите другие мои видео по вязанию крючком изделий из трикотажной пряжи и шнура. Материалы для вязания крючком сумки. Вторичная трикотажная пряжа толщиной примерно 1 см. Мне понадобится 150 метров, это около полутора мотков. Также пряжа попкорн желтая 150 метров и пряжа Ярнард Самбо темно-зеленого цвета примерно 150 метров. Мы будем вязать крючком сразу из 3 нитей одновременно. Вот так. Крючок для вязания 8 мм. Из фурнитуры я использовала пришивную магнитную кнопку диаметром 18 мм. И 2 кольца диаметром 40 мм. Начинаем вязание крючком сумки. Оставляем короткий кончик и набираем цепочку 14 воздушных петель. Вяжем крючком первый ряд. Пропускаем первую петлю, вводим крючок во вторую петлю и вяжем крючком столбик без накида. Итак, продолжаем до конца ряда, всего 12 столбиков без накида. При этом последняя петля у нас остается. Последнюю петлю вяжем крючком 3 столбика без накида в одно основание. Далее переходим на другую сторону, вводим крючок в 2 полупетли, при этом кончик нити придерживаем над крючком и провязываем внутри петель.
вяжем крючком 12 столбиков без накида. Наверху остается одна петля, в нее мы вводим крючок и вяжем крючком 3 столбика без накида в одно основание. На этом заканчивается первый ряд. По окружности у нас должно быть 30 петель. Далее мы продолжаем вязать крючком без поднятия ряда, просто по спирали. Вяжем крючком второй ряд. Вводим крючок в обе полупетли и делаем столбик без накида. Это у нас первая петля второго ряда. Давайте отметим ее маркером. Далее вяжем столбиками без накида. Вместе с первой петлей всего 12 столбиков без накида. Переходим на другую сторону, делаем прибавки, вяжем крючком 2 столбика без накида в одно основание. И так повторяем 3 раза. Теперь снова переходим на другую сторону и маркером отмечаем, что нам нужно связать крючком 12 столбиков без накида. И далее у нас последняя сторона с прибавками, 3 петли. Мы вяжем крючком 2 столбика без накида в одно основание и повторяем это 3 раза.
Итак, по окончании второго ряда у нас должно быть 36 петель. Далее вяжем крючком третий ряд. Делаем первый столбик без накида и отмечаем его маркером. Далее мы смотрим, где у нас были прибавки в предыдущем ряду, и на предыдущей петле ставим маркер. Вяжем крючком 12 столбиков без накида. Мы закончили от начала ряда 12 столбиков без накида. Далее мы делаем прибавки таким образом, чтобы они чередовались через одну петлю. То есть в первую петлю мы делаем прибавку, затем одну пропускаем, в следующую делаем вторую прибавку, одну петлю пропускаем и в третью делаем третью прибавку. Переходим на другую сторону и отмечаем петлю, предыдущую от прибавок в предыдущем ряду. Вяжем крючком 13 столбиков без накида. Далее переходим на прибавки. Здесь мы опять делаем 3 прибавки, и они должны быть на расстоянии одной петли друг от друга. Заканчиваем третий ряд. Это последний ряд с прибавками, и всего по окружности должно получиться 42 петли. Далее продолжаем. Вяжем вверх без прибавок 12 рядов. Мы закончили, связали крючком 12 рядов по 42 столбика без накида в каждом ряду. Здесь у нас проходит начало и конец ряда, которые мы всегда отмечали маркером. Также обратите внимание, что у меня лицевая сторона смотрит вовнутрь, изнаночная сторона смотрит наружу. И далее мы с вами расставляем маркеры для боковины сумки. Слева и справа мы оставляем по 12 петель для боковин сумки. Это петля начала ряда. Теперь с правой стороны мы отсчитываем 12 петель. В середине оставляем 9 петель с одной стороны и с другой стороны. И с левой стороны мы оставляем 12 петель для второй боковины сумки. Маркеры должны быть симметрично напротив друг друга.
Мы довязываем последний ряд до маркера, затем отрезаем ниточку и закрываем последнюю петлю. Теперь вводим крючок с внутренней стороны, это у нас правая сторона боковины. Берем новую рабочую нить и вяжем первый ряд. Делаем сначала воздушную петлю, затем вводим крючок опять в эту же петлю, вытягиваем одну петельку, держим ее на крючке. Вводим крючок в следующую петлю, вытягиваем вторую петельку и затем через 3 петли на крючке провязываем одну петлю. Это у нас убавка, 1 столбик без накида из 2. Далее, придерживая кончик нити, вяжем крючком 8 столбиков без накида. Закончили 8 столбиков без накида. Остается 2 петли до конца ряда. Из них мы тоже делаем убавку, 1 столбик без накида из 2. И в конце каждого ряда делаем воздушную петлю для поднятия следующего ряда. Итого из 12 петель у меня теперь осталось 10 петель. Далее вяжем крючком второй ряд. Из первой и второй петли мы делаем убавку, 1 столбик без накида из 2. Далее 6 столбиков без накида. И осталось 2 петли, из них мы делаем 1 столбик без накида из 2. Итого по окончании второго ряда у нас остается 8 петель. Вяжем третий ряд. Из первых 2 петель делаем убавку, 1 столбик без накида из 2. Далее 4 столбика без накида. И в конце ряда из 2 последних петель делаем убавку, 1 столбик без накида из 2. Итого остается 6 петель. Вяжем крючком четвертый ряд. Из первых 2 петель делаем убавку, затем 2 столбика без накида. И из последних 2 петель делаем убавку. Итого остается 4 петли. В пятом ряду из первых 2 петель мы делаем убавку. И у нас осталось еще 2 петли, из них мы тоже делаем убавку. Итого у нас осталось 2 петли. Вяжем крючком последний шестой ряд. Мы не делаем больше убавок, просто вяжем крючком 2 столбика без накида. Итого мы связали крючком всего 6 рядов.
Отрезаем кончик нити и закрываем последнюю петельку. Прячем кончик нити внутри петель последнего ряда. Теперь точно так же с другой стороны мы вяжем крючком вторую боковину. У меня закончился первый моток пряжи, поэтому я беру второй моток трикотажной пряжи. Мы связали крючком вторую боковину, вот так теперь выглядит сумка. Далее мы вяжем крючком ручку для сумки. Оставляем короткий кончик, набираем цепочку 31 воздушную петлю. Вяжем крючком первый ряд, пропускаем первую петлю, далее вяжем крючком 30 столбиков без накида. Заканчиваем первый ряд. В конце каждого ряда делаем одну воздушную петельку для подъема следующего ряда. Кончик нити поднимаем наверх, чтобы спрятать его внутри петель второго ряда. Далее вяжем крючком второй ряд. Вводим крючок под обе полупетельки и делаем столбик без накида. Итак, до конца ряда вяжем крючком 30 столбиков без накида. При этом кончик нити прячем внутри петель. Так далее мы вяжем крючком до конца второго ряда и вяжем крючком еще 2 ряда. Мы закончили, связали крючком всего 4 ряда по 30 петель в каждом ряду. Теперь мы соединяем два края ручки с помощью столбиков без накида и вяжем крючком всего 30 столбиков без накида.
Мы закончили. Отрезаем кончик нити и прячем его внутри петель последнего ряда. Давайте измерим нашу ручку для сумки. Получается длина примерно 50 сантиметров. Берем кольца 40 миллиметров и прикрепляем их к ручке. Теперь с помощью колец прикрепляем ручку к сумке. И вот наша сумка полностью готова. Также я сшила подкладку и пришила магнитную кнопку ровно посередине верха сумки через подкладку. Давайте измерим нашу сумку. Получается ширина 32 сантиметра и высота 21 сантиметр. Длина ручки 50 сантиметров. Я надеюсь, вам понравился этот видео-мастер-класс. Пишите ваши комментарии, делитесь вашими работами в инстаграме, отмечайте мой аккаунт nitka.kz. Мне будет очень приятно увидеть ваши фото и видео. А я желаю вам успехов и до новых встреч!